зовут Артем Тимиров, мне 30 лет. Я занимаюсь кооперативом «Черный». Я горжусь, что мы прошли очень большой путь. То есть за 7,5 лет мы превратились из очень маленького проекта, я бы сказал, со стартовым капиталом 500 тысяч рублей и маленьким уголком в книжном магазине мы превратились в самую известную в России кофейню и при этом смогли сохранить нашу идеологию. Всем привет, мы в кофейне кооператива «Черный», и сегодня я проведу вам экскурсию по своим любимым местам на Покровке. Ну а дальше я уже закончу рабочий день, выпью бокальчик в любимом баре, и мы с вами попрощаемся. Мы находимся в кофейне «Ни свет ни заря». Она открылась в этом году и находится буквально через дорогу от нас. И мы сюда часто приходим, чтобы поработать, потому что у нас в кофейне полно народу, мы не хотим занимать место с ноутбуком. Поэтому, если вдруг вы пришли к нам, а у нас нет мест, а вам просто нужно поработать и выпить вкусного кофе, вы тоже можете смело сюда приходить. Ее открыли наши знакомые ребята, здесь шеф-бариста Настя. Мы давно ее знаем, и кофе для этой кофейни тоже обжаривает парень, с которым мы давным-давно общаемся, и вместе какое-то время жарили в одном цеху. Поэтому уверена, что здесь вкусный кофе. Я обычно обедаю либо в кофейне, потому что у нас здесь стаф-мил. И наш стаф-мил в том числе готовят ребята из проекта МОХ. И я хожу либо к нам, либо, в общем-то, к ним. Они базируются на Покровке в кофейне «Лес». МОХ – это такой вегетарианский проект. Я с 13 лет вегетарианец, и несколько лет был веганом, и поэтому я часто хожу к ним. МОХ, так же, как и мы, много раз переезжал из разных мест и в какой-то момент осел вместе с кофейней «Лес» вот здесь, в этом пространстве. Как вообще у вас сейчас дела? Посещаемость падает, ходят проверки. Ходят проверки? Да. Приходила проверка? На РП приходила, у одного была спущена перчатка, отсутствие одной перчатки. Вот. Пойдем в суд. В суд. И это может просто прикончить окончательно, потому что, конечно, что с арендой? 300 тысяч. Где-то идут навстречу, где-то нет. В общем, в таком диалоге. На РП там попроще, а здесь пока навстречу не пошли. Блин, я надеюсь, что даже если они не пойдут навстречу, все будет нормально, вы откроетесь в другом месте. Приятного аппетита, хорошего дня вам. Спасибо, и тебе. Книжному магазину «Ходосевич» уже примерно лет 8. Он открылся даже, возможно, раньше, чем мы. А несколько лет назад основатель книжного магазина написал книжку «Как открыть книжный магазин и не облажаться». На самом деле, для малого бизнеса это всегда актуально, особенно сейчас. Некоторые книжки приносят люди, чтобы продать их книжному магазину, и чтобы они потом продавались как букинистические, но книжный магазин берет только самые лучшие книжки в хорошем состоянии, которые действительно представляют какую-то ценность, хотя бы литературную. Те книжки, которые такой ценности не представляют, по мнению книжного магазина, можно положить сюда, и здесь их бесплатно заберут. Вот эта полочка с филологией, воспоминаниями, мемуарами и прочим. Есть очень классное издательство «Либра». Они сделали Целана недавно. Может быть, тебе понравится. У меня есть какая-то книжка Целана, но, кажется, не это. Наверное, «Маг память». Да, класс, я возьму ее. О, знаешь что? Я тебе просто отдам. Это бесплатная газета от... Ты знаешь, есть такой магазин книжный в Питере, подписные издания. Да, они стали выпускать литературную газету, и она бесплатная, и это самый первый номер. Короче, забирай. Книжный магазин «Ходосевич». Я, конечно, вам рекомендую прийти, если вы любите литературу, вас интересуют какие-нибудь старые произведения, которые не переиздавались, то есть большая вероятность найти их там. И они готовы помочь найти какие-то букинистические издания. Привет. Привет. Когда-то мы ходили на Ванины сеты, когда еще можно было ходить на вечеринки. Я надеюсь, что еще будем ходить. А
А также здесь в магазине периодически ребята сами устраивают сеты. И в воскресенье сюда можно прийти и послушать музыку. Не знаю, проходит ли это сейчас или нет. Сейчас пока времени нет. До января, я думаю, у нас будет перерыв. А потом опять начнем. Из-за карантина или просто все устали? Из-за карантина, да. Я буду рад, если Ваня сейчас поможет мне выбрать пластинку для Паши. Паша коллекционирует всякую японскую странную херню, и Ваня лучше знает его музыкальный вкус, чем я, поэтому, мне кажется, он может помочь подобрать пластинку. Да. Я даже уже знаю, что. Если вы любите музыку, вы играете музыку, вы коллекционируете пластинки, то вы всегда найдете что-то для себя в магазине Дик. Приходите в Дик. Дик – отличный магазин. Свои кореша, да? О, чё, просто молодец! Этот парень лучший! Они не пишут звук, Юр. Пишут? Ладно, к тебе, кстати. Да? А я скоро вернусь. Да. Вот этот парень в том числе один из тех людей, который издает музыку. Когда я познакомился с Олей, и мы начали работать на Покровке, я стал покупать цветы гораздо чаще, потому что они находились ровно через дорогу от нас, и сейчас они тоже находятся ровно через дорогу от нас, поэтому я покупаю цветы иногда раз в месяц, иногда раз в 2 недели. Я люблю дарить цветы, и я всегда стараюсь это делать по возможности. Как у вас сейчас дела? Хотела сказать, очень хорошо. Очень хорошо, потому что хорошее настроение, ничего не боюсь. Ничего не боишься? Не страшен 2021 год? Мне уже ничего не страшно. Я уже успела посидеть. Да, у меня уже все. Я уже посидела, уже все, приняла все решения, ответила на все важные вопросы. Понятно. Взяла 6-й кредит и готовлюсь к 8 марта. Вот. Но пандемия, тем не менее, вас чуть-чуть как-то подкосила, но Да. вы уже восстановились. Нет. Не восстановились пока? Нет, я в военном режиме. У меня сейчас настоящий военный режим. У нас происходит собрание каждый день. У меня в день 2 собрания. Одно собрание на Покровке 34, одно собрание на Покровке 41. Мы каждый день принимаем решение, куда мы двигаемся, от кого мы отказываемся, что мы сегодня делаем, а что мы сегодня не делаем. Вот. Это такова реальность. Понятно. Вот. Ну, что ж, Да, тогда да, я думаю, окей. что все должны увидеть вообще, что такое цветы, как Да. их собирают, и Да, ну вот мы с тобой давай подумали. подумаем. Да. Я вот сейчас еще, знаешь, Давай. смотрел вот на этот розовый цветочек. Это Он, не конечно, розовый, это он сиреневый. Спасибо. Для нежных и отважных. Здрасте. О, привет. Здорово. Как сам? Нормально, слушай, закончил все уже рабочий день, показывал чувакам экскурсию по всем своим любимым местам, сказал, что выпить напоследок бокальчик и уже все, закончить. Ну, давай тогда накатим. Ну, я бы Чё выпил бокальчик Каза Белфи, наверное. ты? Ксюш, а можешь нам помочь накапать Казу Белфи и Виню Верде мне? Вот, что-то неделька вообще непростая какая-то. Мы на прошлых выходных в подвале бар открыли еще один. Покажешь? Да, с удовольствием. Вот, это на защищенной флешке зацикленные 7 минут видео. А виды из окна, то есть тут чуть-чуть меняются фонарики. Лена Кольцова, мне очень нравится, очень классная. Вот тут Мона Лиза засветилась, а это наш главный тотемный зверь. Это тоже арт-объект теперь, просто он слишком тяжелый, мы не смогли его вынести. Соленья, проекторы, всякие компы, ненужный хлам, просто элемент декора. Не, ну просто красиво, как будто вы настоящие предприниматели, не будем говорить гангстеры. А что за бар? Расскажи про бар. Ну, мы постарались такое сделать нововведение, по крайней мере, для Москвы не часто встречающийся. Это open bar, то есть у нас нету стойки. Опять же, чтобы была более домашняя атмосфера, не было вот разграничения. Вот.
Вот, Но пока не было ситуации, что посетители после 5 стаканов виски пытаются такие... Не. Пока все спокойно. У нас, да, крепкие, уверенные ребята контролируют периметр, поэтому все хорошо здесь. Ребят, кстати, наша экскурсия закончилась. Я был рад вам рассказать про свои любимые места. Приходите, поддерживайте их, покупайте вино, книги, цветы, кофе. Увидимся с вами в наших местах.